продолжаем цикл видео с обзорами наборов фэнтези-эры. Сегодня на очереди, наверное, самый желанный набор моего детства – Рудник гномов. Кстати, о следующем обзоре. Повышаем ставки для следующего ролика. Если наберем 150 лайков и 20 комментариев, то он выходит сразу же. Но не волнуйтесь, если не наберем, то через неделю он в любом случае появится. А теперь начинаем обзор. Рудник гномов – самый крупный набор, посвященный противоборству гномов и троллей. Да и среди касл того времени он далеко не самый маленький. Сам рудник представляет из себя небольшую промышленную зону в горе, включающую в себя подъемный механизм, небольшую кузницу с кучей оружия, огромные ворота, представляющие из себя вход в саму шахту, обеденную комнату с печью, смотровую площадку для лидера гномов, внушительную катапульту и, конечно же, участок железной дороги с вагонетками и разгрузочным механизмом, пронизывающим, наверное, половину постройки. При индустриальном уклоне набора нашлось место и небольшому декору. То тут, то там используются синие сырки, в парочке мест имеются вкрапления золотого, а центральную часть венчают очень редкие нынче щиты с гномьей символикой и пара топоров. Наибольший интерес вызывает разгрузочный механизм. На первый взгляд все очевидно. Загружаем в емкость руду, перевозим ее наружу и выгружаем по желобу, откуда местный кузнец берет ее и использует в своих целях. Однако способ загрузки руды сомнителен. Нужно по лестнице забраться с ней и загрузить емкость. При этом есть возможность разгрузиться прямо здесь, высыпать все содержимое в вагонетки. И уже вагонетками доставить ровно в то же самое место, что и поверху. Можно сказать, что на вагонетках вывозится лишний камень и мусор, позволяющий углубить рудник, хотя в инструкции показано и обратное. А поверху пускаем лишь ценную руду. Тогда еще образуется хоть какая-то логика. При этом недалеко есть обычный подъемный механизм, на котором мы поднимаем. А что мы, собственно, поднимаем и куда? Это просто пустые комнаты. Есть ощущение, что либо набор должен был быть больше и его обрезали, оставив прикольные функции, но потеряв по пути логику. Еще из минусов конструкции набор достаточно хлипкий. Он как будто состоит из отдельных модулей, которые подразумевалось перемещать. И я так и думал в процессе сборки. А потом мы скрепляем эти части в нескольких местах. Прочности это не сильно добавило, но и разъединить его не так уж и просто. Но, несмотря на все эти недочеты, набор полон плюсов. Имеется множество лестниц, хоть и не везде. И, несмотря на некую дырявость набора, он именно что похож на стереотипный рудник с кучей механизмов. Катапульта выполнена необычно и очень недурно стреляет. Гномам есть где расположиться и перекусить. Вагонетки собраны очень классно. Использование двойных дверей – отличная идея. А обилие вооружения объясняет, почему тролли, собственно, решили атаковать этот защищенный рудник. Кстати, о троллях. Пора переходить к фигуркам. Их здесь достаточно. Целых 6 мини и 1 бигфига. Причем какие мини-фигурки? 4 коренастых гнома с бородой до пояса. Здесь нас встречают кузнец в самом простеньком шлеме и шикарной черной бородой. Рудокоп в, видимо, медном шлеме и не менее шикарной коричневой бородой. Брутальный воин с щитом и с двойным топором.
с рыжей бородой и крылатым шлемом, символом гномьего царства. И лидер, как минимум, этого рудника в золотом крылатом шлеме с кубком и самоцветом. И бородой, конечно же. Кстати, что интересно, лица гномов полностью перекочевали из викингов, как и большая часть торсов. Правда, скрытые под огромной деталью бороды и поэтому не очень заметные. Кузнец имеет логотип короны, единственный торс от обычных королевских солдат. В противовес гномам имеются грозные тролли. Два обычных воина, один из которых с редким щитом, и большой тролль с огромной дубиной. В таком цвете, кстати, встречается только здесь и в шахматах. Стороны сопоставимы. У гномов укрепленный рудник с катапультой, а у троллей грубая сила большого собрата. Если подытоживать, рудник гномов уникальный набор. В средневековой тематике подобных больше не было и, видимо, не предвидится. А уж с таким набором фигурок и подавно. И несмотря на все логические несостыковки, набор очень внушающий. Всем спасибо за просмотр. Последний набор для обзора один из самых крупных в серии. Так что напомню про 150 лайков и 20 комментариев. А также подпишитесь на канал и поставьте колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Пока и удачи!